Тель-Авив очень похож на Майами. Зимы в Израиле практически нету. Движемся в Тель-Авиве, молимся в Иерусалиме. Проживание в гостинице от $80. Жить в Тель-Авиве очень дорого. И Киев развивается великолепно. Израильский турист экспрессивный. Да. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в аэропорту Киев, откуда отправляюсь в город Берлин на самую большую туристическую выставку в мире, где буду презентовать Киев и Украину. Месяц назад с презентацией Киева я был в Израиле. Там я снимал видео о моем пребывании на туристической выставке, а также видео о городе Тель-Авив. Но флешка со всей информацией была утеряна. На технику друзей нам удалось отснять интервью и несколько панорам города. Я нашел что-то отснятое на телефон, собрал все в кучу и получился этот выпуск. הכל מתחיל בקייב. Хакон Макіїв Київ. Місто, де все починається, друзі. Це про Київ. Це наша виставка. IMTM Тель-Авив. Визит Киев в Тель-Авиве. Друзья, всем доброе утро. Знаете, за что я люблю Тель-Авив? За вот эту прекрасную набережную. 15 километров. А именно этим Тель-Авив очень похож на Майами. А как вы начинаете свое утро? Напишите в своих комментариях, вообще бегаете вы или нет. Может быть, занимаетесь каким-то другим видом спорта. Ходите в зал, плаваете. Может быть, еще что-то. Еще особенность Тель-Авива — это вот такие вот островки с зелеными зонами. Такие спортивные поинты находятся практически через каждый километр. Можно позаниматься спортом, все под собственным весом. Такой себе воркаут, вот очень даже достойная штучка. Такая тренировочка у нас сегодня с утра. Ребят, занимайтесь спортом, это очень здорово. Смотрите, температура воды 14 градусов. Сейчас попробуем, насколько теплая вода в Тель-Авиве зимой. Ну, я вам скажу, не холодно. Градусов 15 точно, может быть даже все 18. Вообще здоровски, конечно, с утра побегать, когда потеплее, окунуться в море. Лёх, Здравствуйте. привет Добрый. еще раз, да. Спасибо, Welcome. что уделил время. На самом деле интересно не только мне, но и моим подписчикам узнать больше об этом прекрасном городе, об этой стране. Почему стоит сюда приезжать и как бы на что рассчитывать? В первую очередь скажи, вот мы сейчас в феврале, да? А за нами это получается набережная Тель-Авива. Мы практически в городе Яффа, да? Мы в городе Яффа, за нами Тель-Авив. Да, и скажи, вот, набережная. если мы говорим, когда лучше приезжать, вот чтобы максимально почувствовать. Ну, страна комфортная, ты же видишь, то есть я вот с коротким рукавом, я не закаляюсь, мы живем здесь, то есть у нас... А я, ты видишь, да, ты с Киева, ты по-киевски просто. Приезжать можно действительно 365 дней в году. Если некомфортные условия в Тель-Авиве, всегда можно переехать на юг. Если некомфортные условия на юге, можно переехать на север. То есть страна позволяет двигаться, и туристам welcome весь год, круглый год. Тель-Авив — это центр, Тель-Авив — это культурный, это эмоциональный центр. То есть страна движет именно в Тель-Авиве. Как бы движемся в Тель-Авиве, молимся в Иерусалиме, так что все нормально. Да, Да. если не ошибаюсь, Работаем в Хайфе, да. Ну, Слышал я такое, да? Тель-Авив, он занят хай-тек индустрией, он занят сегодня действительно этими высокими технологиями, поэтому уже как работает Хайфа мы не знаем. То есть мы Окей. знаем, как работает Тель-Авив. Что обязательно нужно посетить именно в Тель-Авиве? Ну, я считаю, в Тель-Авив, конечно, очень яркий город. Как мы сегодня находимся в Яффу, то есть такая визитная карточка, если мы берем какой-то исторический момент. Сзади нас открывается вот панорама, если можно видеть на высокие здания сегодня, но там внизу это первое поселение, которое именно было Тель-Авив, стало Тель-Авив-Яффу, образованные два города Яффа и Тель-Авив. Я считаю, историческая и культурная достопримечательность. Тусовочная часть Тель-Авива, которая также начинается там, и это город, который живет 24/7, когда можно встать в пробку вот на этой прекрасной набережной в 3 утра, потому что все тусят и все клево. Музей, архитектура, своя определенная специфика, которую нету нигде на Middle East. То есть мы находимся в Middle East,
Коренные жители — это все-таки средиземноморцы, но с европейским акцентом. Что ты обязательно должен попробовать в Тель-Авиве, в Израиле, ну, наверное, в Тель-Авиве давай, да, вот из тех блюд, которые ассоциируются с Израилем? И, естественно, кухня Middle East, опять-таки, которая доминирует в стране. Арабская кухня, но на еврейский лад. То есть даже тот же самый хумус, который, в принципе, специалисты в нем — это местные арабы, допустим, Яфо. В Тель-Авиве он принимает свою форму. Фалафель наша израильская. Многие говорят, нет, это ливанское, это сирийское, это еще что-то. Наше, это израильское. Да, Окей. да, мы будем патриотами. Ребят, мы находимся в прекрасном месте под названием Доктор Шакшука. И, конечно же, я обещал вам рассказать про самое традиционное израильское, наверное, или арабское блюдо шакшука. Это вот такая вот яишенка с томатами, с возможными овощами, наверное, маслину тут точно есть. И, конечно, разные начинки. У нас, например, курица, также хумус. А место само по себе очень прикольное. Называется Доктор Шакшука. Есть внутри помещения, есть снаружи. Находится оно в старом Яфо. Ребят, со мной мой друг Михаил. Миша уже 2 года живет в Израиле. Миша, расскажи, почему шакшуку мы едим вечером? Ведь это же блюдо, в принципе, для брекфаста, да? Друзья, традиционно шакшуку действительно на Ближнем Востоке едят на завтрак. Но нам подсказали, что есть одно место в Старой Яфе, где можно попробовать шакшуку и вечером. Это место называется Доктор Шакшука. И сейчас мы будем лопать. Надеюсь, это вкусно. Если мы говорим все-таки про, там, например, 3-4-дневное пребывание в Тель-Авиве, о каком среднем чеке может идти речь в день примерно? Если говорить о проживании, Израиль — это не самое дешевое место, которое есть в мире, да, но сегодня очень развиты и формат Airbnb проживания, и формат низкобюджетных гостиниц, которые сегодня не обязательно количество звезд, а именно, я думаю, размеры комнат влияют на цену. И можно сегодня найти проживание в 3-4-звездочных гостиницах, я думаю, от 80 до 150 долларов. По еде, еда бывает разная. Еда может быть от 10, я думаю, до 20 долларов за обед. Можно великолепно, хорошо провести время, хорошо покушать, качественно покушать. Это не будет что-то скромное. Вечерние ужины от, я думаю, 30 до 50 долларов, наверное, на человека. Ты, в первую очередь, большой специалист в области выездного туризма. Учитывая, что израильтяне занимают крепкое 2-е место, а недавно и 1-е по туристическому потоку в Киев, почти 200 тысяч израильтян въехали в город Киев в прошлом году, 2018. Твои советы для туроператора, для ребят, которые сейчас нас смотрят, чем нужно удивлять Киеву, что есть у Киева сейчас и над чем нужно поработать? Шикарный вопрос, такой глубокий. И в моей памяти свежи мои визиты в Киеве. И, естественно, моя любовь к этому городу, который, на мой взгляд, развивается в великолепном городе, комфортно, в городе удобно. И, на мой взгляд, это надо донести до финального потребителя. То есть точно так же, как сегодня мы хотим продавать пакеты в Будапешт, пакеты в Прагу или еще в города Восточной Европы, то есть которые, давай так назовем, дешевые, сегментные, доступные для кармана действительно практически любого человека, которого ты не назвал с минимальной зарплатой, с максимальной зарплатой, в которых он себя чувствует комфортно. И Киев — это один из этих городов. И что людям не хватает? Я думаю, не хватает вот именно того промо, которое делаешь ты. Речь идет об информации. Информация, которая, то есть именно журналистская информация, которая правильно, по правильным каналам будет Видеоконтент, доступна. да? Видеоконтенты. И я хочу, чтобы мои агенты, я хочу, чтобы агенты других туристических офисов продавали Киев и не боялись продавать Киев, не боялись рекомендовать. Леш, ты говоришь про безопасность. Что ты имеешь в виду? Ну, смотри, безопасность, я думаю, для израильской публики прежде всего важно именно, чтобы они чувствовали себя спокойно. То есть это люди, которые обычно, они абсолютно раскрепощенные. Они могут общаться с любыми людьми, они хотят спросить, подойти, как дела. То есть, и это для них важно. То есть для них важно, чтобы их приняли как туристов. Иногда их поведение, оно неприемлемо на, давай так назовем, постсоветском пространстве.
И это менталитет. Израильские туристы, они достаточно могут быть экспрессивны, и к этому нужно быть готовым. Да, да. Окей. А если говорить про сервис в Киеве, насколько ты его оцениваешь? Слушай, я 10 даю Киеву постоянно. Уровень обслуживания Тель-Авив, может быть, научился на 5. А если мы говорим про ценовую, да, категорию, сейчас Киев, вот в сравнении с Прагой, с другими городами? То качество, которое есть в Киеве, его нету ни в Праге, его, опять-таки, давай назовем так, нету массово. То есть, за те деньги, да? Value for money. То есть, если мы оцениваем вот этот сегмент всегда, то есть, положил $10, получил конфетку. Какую конфетку получил, в чем обернута? У Киева она будет номер 1. Самый лучший ответ на мои затраченные деньги – это Киев. Найбільша колекція українських сувенірів саме в цьому місці. Народний дім України. Місце, де ви точно зможете знайти найкращі українські сувеніри для ваших близьких, друзів та іноземних гостей. Давайте перевіримо. Друзі, тут настільки багато стало нових сувенірів, я вам скажу, що нова колекція 2019 просто вражає. Мені подобається все. Від оцих маленьких солдатиків, ви подивіться, які це все практично епоха козацтва та різних часів української історії. Але найсмачніше, на мою думку, і найцікавіше цього сезону – це, а вже ж, київське сухе варіння. Такі засушені шматочки фруктів, дуже смачні. І я би сьогодні для своїх друзів взяв декілька таких коробочок, вони коштують по 35 гривень, тобто 1 євро, і одну велику для своїх батьків. Гадаю, це буде класний подарунок. На что нужно точно приехать в Киев? Что бы ты советовал? Вот какие фишки Киева? Вау, какие фишки Киева. Слушай, мне естественно, интересно клубная жизнь. Прежде всего, клубная жизнь обязательный продукт. Кулинарные викенды. То есть я их назову гастрономический Киев. Украинская кухня. Украинская фьюжн-кухня, точно так же, как израильская фьюжн-кухня. Те места, в которых мы побывали, они действительно шикарные. То есть борщ в разных его направлениях, посуда, подача, это все очень сильно влияет. Слушай, у нас есть подписчики мои, которые, собственно, смотрят нас и которые, возможно, когда-то обязательно приедут на Святую Землю, посетят Израиль. Можем ли мы им разыграть что-то от тебя, от твоей компании? Да, с удовольствием. Да, давай им подарим ужин с хорошей такой вот израильской настоящей кухней. Ребят, мы говорим о том, что те, кто оставит лучшие комментарии, подпишутся обязательно на канал, могут получить отличный ужин от Алексея, нашего друга. Алексей, представитель компании Дизинаус. Ужин в Тель-Авиве настоящей израильской кухни и, конечно же, консультации. Если вы в сфере в области туризма, если вы нет, то человек вам просто расскажет и подскажет, где вам провести время в Израиле, на что стоит обратить внимание и ответит на все ваши вопросы. Леш, спасибо тебе большое. Всегда ждем тебя, рады тебя видеть в Киеве, в Украине. И рады, что ты наш промоутер на Святой Земле. Спасибо большое. Welcome в Израиль всем киевлянам, украинцам. Мы всегда рады вас видеть. Я вам скажу, жить в Тель-Авиве очень дорого, поэтому лучше уж они к нам. Тем более сейчас в Украине, наверное, самые приемлемые цены для отдыха. Тем более, если мы говорим про отдых на уикенд, то однозначно город Киев будет number one. И израильтяне это знают. Друзья, спасибо вам за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо за то, что подписаны и ставите лайки. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что бы вы хотели увидеть еще. Не только о Киеве, возможно, о туризме, о Украине. И до встречи на следующей неделе. Все? Ушли? Нормально? Да.